Выезжаем, выезжаем. Мотоцикл «Урал» в России и для бывшего Советского Союза мотоциклы, которые любят, которые ценят. В свое время было мечтой для состоятельного жителя села мотоцикл с коляской тяжелого класса. Ходят множество разных слухов о том, что наши специалисты выкрали эти мотоциклы или через подставных лиц выкупили несколько образцов и тайно перевели к нам в страну, но это все, конечно, шутки. На самом деле, перед войной, теперь это уже ни для кого не секрет, Советский Союз дружил с Германией, и мы вполне официально купили лицензию на эту модель, когда началась Вторая мировая война, и стало очевидно, что у нас в войсках есть потребность в мотоциклах тяжелого класса, которые могли бы перевозить экипаж, расчет пулемета, 3 человека плюс пулемет, плюс снаряжение, потому что опыт боевых действий в Германии на тот момент показывал, что такие расчеты очень эффективны, они высокомобильные, имеют хорошую огневую мощь, а в наших войсках подходящего мотоцикла не было. Исследовались мотоциклы самых разных марок, и английские, и немецкие, американские, и среди всех прочих по результатам испытаний отобрали мотоцикл немецкий BMW R71, который на самом деле совершенно никогда не был армейской машиной, это был гражданский аппарат. Но по совокупности своих характеристик и качеств, и по нашим на тот момент советским возможностям производства промышленного, была выбрана именно эта модель. 2 цилиндра, расположенные друг напротив друга. Это характерная особенность мотоциклов «Урал». Такая схема называется оппозитной. Прелесть этого мотора в том, что он 4-тактный. То есть это аналог настоящего автомобильного мотора, в котором масло заливается внутрь. Масло не надо мешать с бензином в баке. Мотор надежный, долговечный, и за это он пользовался заслуженной любовью, в первую очередь, у жителей села, конечно. Только мотоцикл мог справиться со сложными дорожными условиями, то есть любая машина бы завязла, а мотоцикл потихонечку, полигонечку, груженный 5 мешками картошки, все равно по пашне и по плохим грунтовым дорогам вполне себе мог передвигаться. Мотоциклисты по всему миру любят в Уралах это задний ход, вот он. У современных Уралов, кроме кикстартера, есть еще электростартер. Тоже легко и непринужденно. Вот этот мотоцикл мы с дядей Сережей в течение года реконструировали. Это мотоцикл для дальних путешествий. Нужно, чтобы он был надежным, нужно, чтобы он был удобным. Одно из нововведений, довольно важное, это родисковый тормоз на переднем колесе. Разварен топливный бак для того, чтобы увеличить пробег без дозаправки. Добавлен свет, противотуманные фары, аварийная сигнализация. Все, конечно, улучшает безопасность движения. Гудок. Между прочим, Урал — это единственный мотоцикл, который до сих пор, единственный в мире мотоцикл, который до сих пор серийно выпускается с коляской. Есть множество фирм за границей, которые цепляют коляску к любому мотоциклу, а так, чтобы изначально мотоцикл был спроектирован для езды с коляской, такие остались серийными только Уралы.
И, в общем, за это их и любят в мире. Обогрев кресла пассажира. Вот он включается кнопочкой на приборной панели. Рядом есть кнопка включения противотуманных фар. И, кроме всего прочего, есть еще прикуриватель. Большинство пассажиров, когда ездят в коляске в дальней дороге, они все время спят. Вот она, гордость коляски. Огромный багажник. Есть такой замечательный кармашек, куда можно там положить ценные документы и деньги, например. И замочек для багажника на ключ. Топливный бак тоже можно запереть на ключ против злоумышленников. А это совсем другой мотоцикл. Это Урал Волк, легенда дорог, предназначен для езды по хорошим дорогам, по шоссе. Длинный, низкий, устойчивый. Новое в нем практически все. Серийный — это мотор с коробкой передач. Остальные детали практически все были разработаны с нуля. Но вот на нем, кроме основных подножек, вот этих вот, есть еще дополнительные, как раз для того, чтобы в дальней дороге можно было поменять посадку и ехать в такой расслабленной позе, как бы вытянув вперед ноги, откинувшись за рулем, пожирать километры. Что, садимся, едем? Да, едем. И туда проехать надо будет, да? Ну да. Давай. Ай-яй-яй.